Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не запутались. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Выбирайте понравившийся плейлист, смотрите понравившееся видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, своим постоянным подписчикам, мастерам, мастерицам, девчата, ребята, отдельный вам привет, слова благодарности. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с такими вот ниточками, с которыми мы уже давно работали, мы уже знаем, ниточки нравятся, но новички, кто не знает, смотрите, называются они Yarn Art Super Perle. Если у вас такие ниточки есть, берите, пробуйте, не пожалейте. Если таких нету, вяжите данные образцы узорчики любыми нитками. Все узорчики подходят для любых, совершенно абсолютно любых ниточек. Итак, что же у меня сегодня за ниточки? Получается, это стопроцентный акрил. В 100 граммах здесь находится 400 метров. Цвет такой нежно-нежно-персиковый. Ну, в принципе, наверное, даже и передается на камеру так, как и есть. Немножечко с розова кажется, потому что в реале ближе к оранжевому цвету. Цвет называется вот так вот, номер 37. Здесь нам советует производитель, берите крючок, вот 3 миллиметра. У меня есть крючки 3 миллиметра. В принципе, меня устраивает данный размер, да, крючка с данной пряжей. Вы берете, когда свою пряжу, точно так же читаете аннотацию, какой крючок вам рекомендуют. Не забывайте, что у каждого плотность вязания своя, и поэтому может быть разброс крючка от двоечки до четверочки и так далее. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Итак, схемка к узорчику к сегодняшнему есть. Схемка, в принципе, читабельная, хорошего качества. Сходит в доступе в интернете, поэтому вяжите с удовольствием. Ну что, свяжем? Давайте. Так, вот она ниточка. По текстуре, гляньте, какая она такая закрученная. Очень интересно, тактильные ощущения вообще здоровские. Итак, вы посмотрели, да, по схемке? Раппорт узорчика 8 петелек. Я наберу 4 раппорта и дополнительно 3 петельки. То есть получается 4 8, 32 и умножаем еще плюс 3, да? Это получается 35 петелек. А вы смотрите на свое усмотрение, как вам будет удобно. Больше, меньше набирайте. Итак, для начала петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот наш будущий образец. Далее новичкам настоятельно рекомендую, чтобы не запутались в воздушных петельках. Мы сделаем вспомогательный ряд. Опытные мастера-мастерицы могут приступать к узорчику, а с новичками мы сделаем себе дополнительный ряд. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. В следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так далее. Мы ныряем с вами в каждую петельку нашей косички, нашей цепочки, провязываем столбик с накидом только лишь потому, чтобы мы с вами потом, когда будем вязать сам узорчик, не запутались в воздушных петельках. В верхушках столбиков мы уже точно не запутаемся. Видите? Верхушки столбиков мы их не потеряем. А когда вы только новичок и вяжете непосредственно на цепочке, то первоначально можно ошибиться. Итак, смотрите внимательно. Я уже провязала, получается, первые 3 петельки, это тоже столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Провязываю до 35 столбиков. Вы, естественно, считайте, сколько у вас воздушных петелек, столько должно быть и столбиков. Несложно, да? Все, давайте довяжем до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь мы приступаем непосредственно к самому узорчику. Для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее следующие 2 столбика. Беремся за верхушку столбиков и провязываем столбики с накидом. Раз, два. Итого у нас получилось 3 столбика. Помните, да, что первые 3 петельки подъема это тоже столбик с накидом. Далее 1 воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. 2 столбика пропускаем, в третий верхушку ныряем, провязываем столбик с накидом. Раз. 1 воздушная петелька.
и сюда же столбик с накидом 2. Вот получилась вот такая вот рогаточка. Воздушная петелька. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий ныряем в верхушку и провязываем столбик с накидом. Раз. Следующий столбик, столбик с накидом 2. И следующий столбик, столбик с накидом 3. Понятно? То есть вот наши 3 столбика, рогатка. 3 столбика, дальше будет рогатка. Воздушная петелька. 2 столбика пропустили, в третий провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Опять пропустили 2 столбика. И с третьего начинаем провязывать точно так же 3 столбика с накидом. Поняли, да? И вот так до конца ряда. 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка до той длины, которую вы связали. Угу. Все, давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд практически готов. Как мы заканчиваем, да? Вот последняя рогаточка у меня и получается кромочный, назовем их тогда, 3 столбика. Раз столбик, 2 столбик, а третий столбик, вот, помните, 3 петельки подъема были. Накид в самую верхнюю третью петельку провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки, поворот. И здесь получается у нас ряд будет точь-в-точь повторение нашего первого ряда. То есть опять в столбик, столбик, в столбик, столбик с накидом. То есть у нас получились точно так же 3 столбика с накидом. Далее воздушная петелька. Смотрите, вот наша рогаточка, да, арочка в рогаточке. Вот мы в эту арочку ныряем, накид, нырнули, провязали столбик с накидом, воздушная петелька, и опять сюда же нырнули и провязали столбик с накидом. У нас получилась над рогаткой еще одна рогатка. Опять воздушная петелька, и там, где 3 столбика, мы провязываем 3 столбика с накидом. Поняли, да? То есть мы точь-в-точь повторяем первый ряд нашего узорчика. Вот. И так далее. Опять над рогаткой рогатка, над столбиками столбики, над рогаткой рогатка, над столбики, над столбиками столбики. И до конца ряда. Договорились? Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Я вас встречаю в конце ряда. Итак, смотрите, вот наш второй ряд готов нашего узорчика. Все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. Третий ряд нашего узорчика. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Есть. Раз. Далее, смотрите. Мы провязываем во второй столбик с накидом, ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. А теперь будьте внимательны. Третий столбик мы не провязываем, делаем воздушную петельку, накид, ныряем вот в нашу арочку нашей рогатки и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сразу же второй столбик. Воздушная петелька. И сюда же опять вернулись и провязали точно таких же 2 столбика с накидом. Раз, два. Вот, видите, какой веерочек, да, формируется. Рогатка, рогатка, веерочек. Далее воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Вот наши 3 столбика. Раз, два, 3. Первый пропускаем, второй провязываем столбиком без накида. Третий опять пропускаем. И опять делаем воздушная петелька. В рогатку провязываем веерочек. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька и в средний столбик с накидом провязываем столбик без накида. Вот такой вот интересный ряд. Понятно? То есть столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек и так далее до конца ряда. Договорились? Все, не сложно, не сложно. Встречаю в конце ряда. Так, смотрите, вот наш ряд с веерочками практически готов, как мы заканчиваем. Точно так же, как и начинали. То есть, получается, мы в средний столбик, да, провязываем столбик без накида. И вот 3 петельки подъема. В третью петельку провязываем точно так же столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И дальше, смотрите внимательно, мы делаем накид. И я предлагаю, нам необходимо будет сейчас провязывать столбики и формировать крестики. И я предлагаю браться не спереди за столбики, а сзади. То есть вот наши 3 столбика. Раз, два, 3. И мы беремся за третий столбик. Мне кажется, так будет удобнее просто браться. Вытягиваем ниточку. И должны будем провязать столбик с накидом. Но предлагаю провязать вначале одну петельку, потом 2. Так столбик будет немножко повыше. Так? Потому что мы же спускаемся аж на ряд ниже. Получается не ряд, где веерочки, а еще ниже.
воздушная петелька, накид. И вот теперь, как бы в первом, так скажем, нашем столбике это будет сложнее сделать, но дальше будет легко. Мы должны будем вернуться вот в 3 петельки подъема, вот в эти вот назад, видите? И вот так вот ныряем в 3-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Пока просто повторяйте, а потом покажу, что формируется у нас крестик. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Переключаемся на веерочек. И вот у нас в центре веерочка арочка из воздушной петельки. Провязываем в нее столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Опять накид. Вот наши 3 столбика. Так. Мы беремся вначале за 3-й столбик. Вот за верхушку. Видите? Провязываем. Вначале 1 петельку. Потом 2. 2. Воздушная петелька. Накид. И возвращаемся вот к первому столбику. Наберемся вот так же тоже сзади. Я считаю, так удобнее браться. Вы можете пробовать и спереди взять, и сзади. 1 петелька, 2, 2. 2 воздушные петельки. И опять переключаемся к веерочку. В веерочек в центр, в арочку провязываем столбик без накида. То есть вот уже видно, что крестик формируется. Если мы с вами перевернем вязание, вот, видите? Крестик. Раз, раз. Угу. Раз, раз. Понятно? Все. Несложно. И вот так вот до конца ряда. Еще раз покажу. 2 воздушные петельки. Вот наши 3 столбика, да, с накидом. Сзади, вот видите, за верхушечку берусь, хватаюсь и провязываю удлиненный столбик с накидом. Воздушная петелька, накид и опять сзади вот так вот хватаюсь за первый самый столбик и провязываю 1 петелька, 2, 2. 2 воздушные петельки и в веерочек столбик без накида. Угу. Вот такой вот интересненький, замудрененький ряд, но в итоге получится красиво. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, наш ряд с крестиками мы провязали. Вот такая красота получается по итогу. Как мы заканчиваем ряд? Вот, мы сделали последний крестик, да, за 3-й столбик, за 1-й столбик. И чтобы закончить наш ряд, вот наш столбик без накида предыдущего ряда, мы в него ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Все. И высоту мы ряда сохранили, и ряд закончили красиво. Есть. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь смотрите внимательно. Вот наш крестик, да? И в центре мы делали, получается, между столбиками воздушную петельку. Так вот, мы в эту петельку сейчас будем делать веерочек. Итак, накид. Нырнули. Сюда провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же опять ныряем в эту же арочку и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Ну, такой вот первый крайний, немножко неполный веерочек. Угу. Вот. Идем далее. Воздушная петелька. Теперь смотрите. Вот там, где у нас, получается, был веерочек и столбик без накида, мы опять же за столбик этот без накида беремся и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Вот опять у нас крестик, арочка между столбиками. В эту арочку мы провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька. И сюда же вернулись. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. У нас сформировался веерочек. Видите? Вот. Ничего сложного. Воздушная петелька. И там, где столбик без накида, мы провязываем столбик без накида. Опять воздушная петелька. Опять вот наш крестик. Вот между столбиками арочка из воздушной петельки. И в нее опять провязываем веерочек. Понятно? То есть у нас веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот у нас ряд практически мы завершили. Как мы должны закончить? Здесь будьте внимательны. У нас здесь будет не полный веерочек, а половинка, так скажем, да. 2 столбика я провязала. Вот там, где у нас крестик был. Воздушная петелька. А следующий столбик я провязала не до конца. Остановилась на этом, чтобы вам показать. Мы провязали 2 петельки и стоп. 2 петельки на крючке. Далее мы присоединяемся к 3-й петельке подъема. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп. И теперь у нас 3 петельки вместе провязываем, оп, все вместе. Понятно? У нас как бы получится 2 столбика вот эти с одной верхушкой, чтобы красиво выровнять край и чтобы веерочек был ровненький. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Далее смотрите внимательно. Вот в эту нашу арочку, который был веерочек с воздушной петелькой, да, арочка, делаем точно так же столбик без накида.
2 воздушные петельки. А теперь будьте внимательны. Вот у нас есть, так скажем, арочки из воздушных петелек. Раз, раз, а между ними находится столбик без накида. Так вот, мы делаем накид. Так, внимательно смотрите. Мы делаем накид. Получается, ныряем вначале во вторую арочку, то есть после столбика. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик. Давайте точно так же сделаем. Вытянутая 1 петелька, 2, 2. Так, чтобы у нас вязание не зажулькалось. Воздушная петелька. А теперь возвращаемся обратно. Вот нашу первую арочку. Тоже предлагаю сделать сзади. Вот так вот раз. Будет удобнее браться. И точно так же провязываем 1 петелька, 2, 2. То есть мы тоже сформировали крестик. Видите? Далее 2 воздушные петельки. И переключаемся на наш веерочек. Вот арочка. За арочку беремся, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Дальше опять точно так же. Вот наш столбик без накида. 1 арочка, 2 арочка. Беремся сначала, да, за арочку, которая идет за столбиком. И провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И теперь арочка перед столбиком. И точно так же провязываем столбик с накидом. Все, и ничего сложного. Получается, у вас этот ряд представляет собой 2 воздушные петельки, столбик без накида. То есть у вас что получается? Столбик без накида, крестик. Столбик без накида, крестик. Столбик без накида, крестик и так далее до конца ряда. Угу. Я надеюсь, не запутайтесь. Смотрите на схемку, повторяйте. Если что, перематывайте назад. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая вот красота по итогу получается ажурная. И получается, это мы сейчас провязали с вами вертикальный раппорт узорчика. Он состоит из 6 рядов. Понятно? То есть далее мы будем повторять вот наш самый-самый первый ряд, без смещения, без чего-либо. Итак, вот мы закончили, получается, 2 столбиками без накида наш ряд. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее, смотрите. В следующий, получается, это наш первый столбик, да? В следующий столбик провязываем столбик с накидом. А далее, смотрите, мы, получается, у нас было здесь 2 воздушные петельки. Мы беремся либо за петельку, да, либо ныряем в арочку, как вам удобнее, провязываем 3 столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. И вот ныряем в этот крестик, да, в арочку от крестика и провязываем рогатку. Вот как в самом первом ряду. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Далее опять воздушная петелька у нас будет и 3 столбика с накидом. Получается, мы их провязываем перед столбиком, да, вот наш столбик. Перед столбиком в арочку нырнули, столбик с накидом 1, в сам столбик столбик с накидом 2 и после вот этого столбика в арочку столбик с накидом 3. Понятно? Все, и у вас опять начинается 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка. Вот 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка. Далее тот же самый ряд повторяете, да, помните? Потом у вас ряд с веерочками, потом ряд с крестиками, опять с веерочками, опять с крестиками. Все, 6 рядов. Понятно? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ничего сложного вообще нет, но в копилочку ваших узорчиков, да? Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота получается, да? Веерочки видно, крестики видно. Вот такой вот интересненький, легенький в копилочку ваших узорчиков. Палантинчик или кофточка, или представьте, летняя кофточка, кардиганчик, да, может быть, балерошечка там и так далее. Очень интересно будет смотреться. Вот эта изнаночка, так, вот это вот лицевая сторона. Но мне кажется, действительно не отличаются вот именно этими крестиками, где какой крестик смотрится хорошо. Ну, выбирайте для себя сторону, какая вам больше нравится. Вяжите из обычных ниточек, одноцветных, да, разноцветных. Возможно, это будет секционная пряжа, меланжевая. Мне кажется, в любом случае будет красиво. Либо это будет топик-маечка, либо это будет, как я вот уже говорила, да, ну, вот, например, юбочку, если будете вязать, она будет, например, рядочками из разных узорчиков состоять. Ну, вот как скажем, дополнение к какому-либо узорчику тоже интересно. Возможно, с подкладочкой, возможно, без подкладочки, да, например, представьте, длинная юбочка прямая будет, да. Интересно? Интересно. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 35 воздушных петелек. И с этим же крючком, это же плотностью вязания, это же пряжа. Это получается у нас 17 сантиметров. А тут, получается, я говорила, да, что, получается, раппорт узорчика 6 рядочков. Да, получается, я провязала 2 раппорта. Это 12. И начала еще 2 рядочка. 13, 14. И самый первый наборный, да, 15. Вот 15 рядочков. Так, сколько это? Это 14 сантиметров. Интересно? Интересно. Конечно, за счет того, что у нас много воздушных петелек, да, узорчик все равно так вот не сильно, но тянется. Вот так, конечно, он тянется, видите, больше.
Вот такая вот красота. Красота, красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Сохраняйте себе в плейлисты, посмотрите потом, возможно, более подробно, более детально. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. И нажимайте на колокольчик, чтобы нам не пропустить эти новинки. Делитесь с друзьями, с подружками, стрелка внизу, поделиться, да, в разных соцсетях. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.